Ребят, всем привет! Приглашаю вас сегодня на прогулку по Москве. Я нахожусь на Большой Лубянке, сзади меня Детский мир. Детский мир я уже заходил в другом видео, поэтому переходите по ссылке, все ссылки будут в описании, и посмотрите. Также сзади меня еще Лубянская площадь. И пойдем вверх по Лубянке, прогуляемся. Замечательная погода, солнышко, лето. Самое время гулять и наслаждаться. Будут на пути какие-нибудь переулки интересные, будем заходить, смотреть. Здесь такая достаточно оживленная улица. Много транспорта, много людей. Ну, в основном, конечно, здесь коммерческие предприятия стоят. Их очень много. Вид вам на Лубянскую площадь. И пойдем сейчас прямо. В той стороне у нас Кузнецкий мост. Мы пойдем сейчас как раз таки вон в сторону тех доходных домов. Евроспар. Я думал, все магазины уже европейские смылись отсюда, продуктовые, ну кроме Ашана. Нет, Евроспар стоит. Так, зеленый, пойдемте. Время сейчас где-то, наверное, часов 11. Машин на улице много. Ну, понятно, позади меня Кремль, центр города. Хотя в эту сторону, посмотрите, машин гораздо меньше ездят, нежели из центра. Грузинские каникулы. Прям парковка в центре города. Мусор валяется. Некому убрать. В кучку собрали. Ой, сбил что-то там. Вот справа, смотрите, уже голубой такой, в голубом цвете особняк. По-моему, здесь прокуратура должна быть, если мне память не изменяет. Сейчас посмотрим. Здесь дома в основном 3-4 этажа доходные. Редко где увидишь двухэтажные. Они есть, но преобладают все-таки 3-4 этажа. Нет, это не прокуратура. Сегодня идем просто гуляем без подготовки. Не вижу, к сожалению, что за особняк и кому он ранее принадлежал. Посмотрите, над входной группой, вернее, вот на колоннах ворот вверху в виде чайников, да? Вазоны в виде чайников. Ну, похоже. Вот продолжается. Это, наверное, у нас левый флигель и правый флигель. И посередине центральный дом. Ориентир Большая Лубянка, 16. Ну, рядом. Галерея подарков. Видно, что делали реставрацию. Фигуры мужчин, ну, лица, я имею в виду, сделаны безобразно очень. Так, в этом здании с апреля 1918 по декабрь 2020 года работал Дзержинский. Ну, понятно, рядом Лубянка у нас. Вот интересная постройка. Такая зеленовато-коричневого какого-то цвета и синего цвета. Но походу это все как бы в единой стилистике сделано. Ну и потому что там пост МВД стоит, ГАИ. Что-то, значит, какое-то административное здание. Но позади него уж точно, видите, высоточки стоят вот эти. Современная постройка внутри как бы этой коробки сделана, ну, построена.
Так, а здесь, смотрите, в помещении клуба в 1918 году на митинге-концерте сотрудников ВЧК выступал Ленин. О, Ленина я много показывал, именно бюстов, когда ездил в Ленинские горки. Рассказывал про его дачу, ну, вернее, даже не дачу, а дом, да, место, где он проживал. Поэтому, кто не посмотрел еще видео про Ленинские горки, обязательно посмотрите. Там не только про Ленина, там и про курганы Вятичи, и про деревни, и про кинодеревни. Ну и, соответственно, рассказ про историю усадьбы, в которой и жил Ленин. Жил, конечно, он не как обычный человек, сами понимаете, вождь. Соответственно, и жилье, и питание было как у вождя. Это заряженная Джетта. По крайней мере, гудит она как спортивный автомобиль. Китайцев очень много стало, китайцев. Я про автомобили. Прям очень много. Хотя вот в этой стае автомобилей ни одного китайца нет. Так, это что у нас? Православная книга. По-моему, сейчас с левой стороны должна быть какая-то церковь, что ли? Что-то в этом роде. Церковная лавка, иконы. Это, наверное, все-таки какой-то доходный дом, относящийся, ну, раньше относился к церкви. Предполагаю, конечно. Возможно, ошибаюсь. Но обычно, если церковь богатая, есть деньги, они рядом строили доходные дома. Соответственно, там же они и жили, и там же часть квартир сдавались в аренду для всех желающих. Да, это, скорее всего, церковь сейчас начинается какая-то, видите? Такая стена. И судя по этой стене, это точно 16-17 век. О, как классно здесь под деревьями топлится. Точно вижу купола, вон там уже золотые. И мужчина подаяние просит. Значит, точно церковь. Ресторан «Брянский бык». Не совсем далеко мы ушли от Лубянки. Ой, от Лубянки говорю. От Кремля. Тут, наверное, минут, ну, 10, может, 15 ходьбы. Сейчас как раз таки выйдем на бульвары. Слева и справа у нас будут бульвары. Что, давайте зайдем, сейчас посмотрим во двор этой церкви. Ни разу я здесь не был. Посмотрим хотя бы так. Ага, она прям спряталась, смотрите. За деревьями. Хорошо, без проблем. 8. Через рамку надо заходить. Даже в церковь надо заходить через рамку. Первый раз, конечно, я в Москве захожу в церковь через рамку. Непростая, наверное, церковь. То есть у нас, смотрите, вот это первая, да, церквушка. И там идет большая. Я говорю, сегодня не готовился, мы просто идем с вами вот и гуляем. Особой истории от меня сегодня не будет. Пройдем сейчас по территории, даже мне интересно, что у нас в той стороне, подальше. Вглубь двора зайти, если. Необычное строение. Такой какой-то византийский стиль. Слушайте, большая территория у него. Даже больше похоже на какой-то монастырь. Монастырский. О, колокола. Давайте сейчас туда дойдем, и я вернусь как раз таки. Пройдем с той стороны. Может, можно будет в ту сторону пройти. Ну, это прям такое современное строение. Видно, что сделано дорого-богато. Там тоже стройка идет. Тоже такой единый стиль. Посмотрите, еще в ту сторону у нас проход. Ну, наверное, будет, когда откроют, будет все это
в едином стиле. Выставки проходят. Это прям старая церковь, кажется. Это более современная. А вы не знаете, что это за церковь? Это храм новомучеников и Ну, исповедников. это более современная, да, наверное? Да, Это в старый. 2014 году. 14 год. А это 17 век. 17, ага, спасибо. Как я вам сказал, 16-17 век, а это вот более такое современное здание, 2014 год. Мне старые намного больше нравятся, они более такие, не знаю, ну для меня они более красивые. Чувствуется старина, нету такого пафоса. Ну, мне они больше нравятся в любом случае. Такие колокола. Здравствуйте, извините. А туда можно пройти, нет? Здравствуйте, а здесь можно пройти? А, понял, спасибо. Это как монастырь, да, идет? А. Мужской? Все, территория монастыря. А, вся территория монастыря. Да, есть. А здесь они просто живут, да? Или как? Да, это братский. Понял, а вот это что за здание большое? Это Красивое. академия. А, академия? А что за академия? Духовная академия. Сретенская духовная академия. Понял. Красивое здание. Понял, спасибо. Это, ребята, духовная академия Сретенская. Ну, видно, что современное, красивое здание. В общем, там у нас территория закрыта, там только для священнослужителей. И это по факту реально монастырь. Направо у нас Чистопрудный бульвар. Мы по нему с вами уже гуляли. Поэтому пойдем сейчас налево. Или прямо пойдем. Сейчас решим. Сегодня маршрута, говорю, нет. Просто идем, да идем. Сейчас дойду до перекрестка и решу, куда пойти. Прямо все-таки или налево. Если я пойду налево, я так понимаю, что я приду на Трубную площадь. Мы с вами здесь были. Я уходил направо. Поэтому направо мы точно не идем. Вот все сейчас едут с мигалками. Говорю, вообще никто ничего не соблюдает. Просто вот включают и едут. Так. Сейчас решу, ребят, куда пойти все-таки. Прямо или налево. Давайте, наверное, я пойду все-таки налево по бульвару. Да, идем по бульвару. Прямо в следующий раз пройдем. О, Чарли Чаплин. Люди фотографируются. Кафешка здесь очень давно, такая в стиле Америки. Но здесь есть и типа шоурумы, что ли, вот, где девушка выглядывает. Спряталась. Увидела меня и спряталась. Монастырь, видите, крест и купол торчит. Мы с вами уже там были. Вон там ворота центральные. Вот пойдем сейчас по этому бульвару. Да, и как раз пойдем до Трубной площади, уйдем направо и пойдем вдоль. Да, как раз дойдем до цирка имени Никулина. Цирк на Цветном бульваре. Туалет. Какое здание. Узенькие окна. Так, а это у нас рисунки детей. Вот, например, рисовала Анастасия, 12 лет. Анастасия, 9 лет. Останкинская башня в ночи. Художество детей. Вот еще одна Анастасия, 15 лет. Это причем все разные Анастасии. Денис
Кривошеев, 10 лет. Русский Парнас. Справа это все доходные дома, слева тоже доходные. Мужчина отдыхает. А что еще делать? Жара. Прячешься в кустах под деревьями. Просто лежишь, отдыхаешь. Отключилась камера от жары. Иду, записываю, что-то говорю, рассказываю. Смотрю на экран, а он погас. Пришлось сейчас батарейку быстренько поменять. И идем дальше. Не знаю, уже на монтаже только смогу посмотреть, на каком моменте я остановился. Так что будет небольшой такой стык. Да, вот у нас идет спуск, и впереди рынок. Там кафешки, ресторан. И мы с вами идем направо на Трубную площадь. Переулки тоже здесь красивые. Смотрите, высокие доходные дома. Вот тоже два особняка в едином стиле. Больше похоже, что это также левый и правый флигель, а посередине, ну, внутри двора должен был быть доходный дом какой-нибудь. Именно центральный, главный, который, возможно, до наших дней не дожил. С левой стороны еще одна церквушка. Да, если мы сейчас пойдем на переулок туда, налево, как раз таки со дворов, с той стороны можно будет к ней попасть. Но мы туда сегодня не идем. Я уже вижу Трубную площадь впереди, сквозь кусты. Вон там. Там уже у нас, по-моему, вход в метрополитен. Спуск. Это уже вот более такое современное жилье. Ну, по крайней мере, походит на, наверное, 20-е, 30-е годы. Если это еще старое, ну, 19 век, то это уже более такое современное. Да, центральный рынок. Он такой небольшой. Вот есть уличная, как бы, часть, где можно покушать слева и справа. Нет, справа, по-моему, только как бы переход, проход, а слева здесь столики должны стоять. Да, точно, ничего не меняется. Приди сюда через 3 года, через 5 лет, наверное, все будет одно и то же. Помню раньше, сейчас посмотрим, с центрального входа там стоял самовар, и выносили там сушки, печенюшки, и раздавали бесплатный чай, и печенье можно было брать. Но это было зимой, не знаю, как летом. Пару раз проходил здесь зимой, ну да, тоже брал чай. А что, угощают, почему не взять, тем более было прохладно. Чай горячий, вкусный. Так, колокольня. Вроде как звонила, но замолчала, как я начал ее снимать. Вот у нас такая площадь. Давайте еще раз чуть-чуть выше поднимусь, чтобы ее всю посмотрели. Вот видите, вон там высотка стоит. Торчат ее шпили. Это у нас высотка такая в американском стиле. Как-нибудь мы тоже с ней до нее с вами прогуляемся. Там же рядом стоит памятник Калашникову. И вот у нас на Трубной площади памятник, по-моему, сотрудникам милиции. И сейчас пойдем вдоль как раз вот этой аллеи до цирка на Цветном бульваре. Посмотрим, что там изменилось. Кстати, по этой дороге можно дойти как раз таки до Екатерининского сквера, парка. Парк, по-моему, называется. Неглинная. Если в ту сторону уходим, идем до центра.
Но мы идем из центра, поэтому мы пойдем сейчас направо. А если бы мы пошли с вами туда, в ту сторону, то как раз таки по этому бульвару дошли до Тверской. Памятник Пушкину, Тверская. Как-нибудь и там тоже с вами погуляем. Так, время у нас 11:15. Такое самое, наверное, жаркое время, когда солнце светит уже достаточно высоко и очень душно. Ягодные сезоны все еще работают. Изначально они начали продавать там клубнику, а сейчас, по-моему, уже на абрикосы, на персики перешли. Черешня вроде как тоже уже отошла. В той стороне у нас пассажи. Как-то я тоже вам показывал. Мы уже с вами прогулялись там. А, это не сотрудникам милиции, да? Это солдатам написано при исполнении служебного долга. Ну, помню, что вот что-то с военными связано было. Не написано при какого исполнения, видимо, общая такая. Да, общая стела памяти. Все, пойдем сейчас по парку, как раз в тенечке спрячусь. Нормально. Стекляшка. Просто стекляшка. Вот смотрится не очень, конечно. Гораздо интереснее, когда на месте этого стеклянного здания стоял бы какой-нибудь доходный дом. Так, а давайте-ка я пойду не здесь по центральному, а вот здесь слева, чтобы хотя бы у нас с левой стороны что-то можно было обозревать. Ой, повторюсь, не люблю вот эти покрытия. Лучше сюда брусчатку положили. Как-то некомфортно ходить по вот такой дорожке. Вот сейчас зайду в тенечек, и здесь нормально. Бегают. Прохладненько. Хорошо, когда есть такие места, где можно укрыться от солнца. Ходит что-то, ищет, щебечет, так интересно. Ну и камера, опять же, не будет особо перегреваться от прямых солнечных лучей. Ребят, пишите комментарии, не стесняйтесь, я на все комментарии отвечаю. Тем более, когда вы пишете комментарии, это помогает продвижению на YouTube, что как бы YouTube у нас видит, замечает, да, что идет какая-то движуха, общение под видео на канале. И тем самым это в любом случае очень-очень помогает продвижению роликов и всего контента, который есть на канале. Поэтому пишите. Шарики висят. Кто-то потерял. А написано, смотрите. Суровый мужик. Ха-ха. Суровый мужик. По левой стороне тоже идут доходные дома. Понимаю, что их особо отсюда не видно. Давайте вот сюда сейчас подойду. Ресторан Споки. На Луне Хрюша и Степашка. Так, давайте отсюда сначала. Здесь также можно через переулки пройти и дальше. Это у нас театр на Цветном. Цветной бульвар. Пойдем прямо, и как раз таки сейчас там на перекрестке у нас с левой стороны должен открыться вид на цирк на Цветном бульваре. Тут же посередине должны быть клоуны. Вот, это те клоуны, про которых я рассказывал в своем видео, когда шел по Грузинской Слободе. Там я проходил мимо творческой студии Церетели, и на фасаде здания были большие клоуны. Сейчас, кстати, посмотрим, они это или нет. Ну, там были поменьше, здесь должны быть побольше. Я думаю, что это они и есть.
Так, а давайте сейчас я перейду на ту сторону, налево. Блин, ну хотел сначала клоунов показать вам. Сейчас посмотрим. Вот здесь они, по идее, на площади должны быть. Еще перейдем налево. Покажу, там у нас Никулин рядом с автомобилем. Так, пока вижу только слона под зонтиком. Да, пойдем сюда сначала. Посмотрим на фонтан, а потом сюда вернемся, перейду на ту сторону и покажу вам цирк на Цветном бульваре. Вот такая у нас аллея здесь. Клоуны. Люди в тенечке, смотрите, спрятались. Вот у нас первый клоун. Фонтан. Какое страшное лицо у клоунов. Я понимаю, почему некоторые боятся клоунов. Интересный фонтан, видите, из зонтика вода бежит. Так, еще один клоун. Два. Туда продолжается дальше аллея. Я посмотрю сейчас, сначала посмотрим Цветной бульвар, цирк. Так, это у нас чемодан волшебный клоунский. И еще один клоун. И вот у нас вид на цирк. Ребят, цирк на Цветном бульваре. Перешел дорогу. Позади меня парк остался. И здесь у нас вот Никулин рядом с автомобилем. Люди прям сюда садятся и фотографируются вместе с ним. И мы с вами идем дальше в сторону метро Цветной бульвар. Сейчас перейдем дорогу и пойдем в Екатерининский сквер, там же парк. Здание цирка было построено в период 1987-1989 год. Вот с левой стороны у нас кирпичное здание, арки и вход в метро. Ребят, я уже на Самотечном бульваре, и вон виднеется высотка в американском стиле. И это у нас вот есть такая зеленая зона Самотечного бульвара. Сейчас мы пройдем по нему, выйдем, по-моему, уголок дедушки Дурова. Это что-то вроде театра. Там же будет у нас Екатерининский сквер, а мы пойдем с вами в Екатерининский парк. И там же рядом находится музей вооруженных сил. В музей мы не идем, мы просто идем сегодня гуляем по улице. Такая парковая зона. С правой стороны, видите, похоже на такие валы кремлевские, да? Наподобие того, что мы видели с вами в Переславле, в Ростове. Больше похоже на кремлевские валы. Как будто бы раньше там стояла крепость, а это вот земляные валы, которые ее охраняли. Люди сидят с правой стороны, отдыхают в тени. С левой стороны спит кто-то, а посередине стелла. Наверное, что-то с Отечественной войной связано. Ой, как ему не жарко-то, укутанный весь. Реально. По-моему, все, что зимнее было, он на себя одел.
лежит там, потеет. Большой такой сквер. Самотечная улица в ту сторону. Если мы пойдем прямо еще вот в ту сторону, туда, куда я показываю, то как раз таки придем к мечети. Да, к самой большой мечети. Там у нас проспект Мира. Здесь особо вот так прям уж смотреть, ну, нечего, наверное. Все-таки здесь уже больше такая современная застройка идет. За черту Садового кольца мы уже вышли. Да, Садовое кольцо у нас было налево и направо шло. Поэтому, да, здесь такое более уже современное. Есть, конечно, старые строения тоже, но их уже не так много. Тот же Екатерининский парк, он достаточно старый. Ну, тогда это и в те времена это и не считалось Москвой. Это уже было, ну, условно, Подмосковье. Перебегаю дорогу. Ребят, вот театр «Уголок» имени Дурова. И я захожу в Екатерининский сквер. Сейчас пройду через него. По правой стороне будет у меня большая городская усадьба. Там сейчас находится что-то с Министерством обороны связано. Посмотрим. Мы пройдем как раз таки мимо нее, этой большой усадьбы. И идем в Екатерининский парк. Здесь у нас мемориал, наверное, воинам Второй мировой войны. Да, 41-45. Так, и мы пойдем сейчас вот в ту сторону. Как раз таки усадьба впереди меня будет. Да, табличка там написано: воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Это какой уже по счету парк мы прошли с вами? Наверное, 5-й. Скверы, парки. Москва достаточно зеленый город. Много парков и скверов. Бульвары тоже зеленые. Суворовская площадь номер 2. Так, как тут ходить-то непонятно. Что-то пешеходных переходов здесь нет. Парк есть, а как к нему идти, непонятно. Вот эта усадьба, отсюда ее, конечно, не особо видно. Это усадьба Салтыкова. Сейчас через сквер попробую ее показать. Вопрос только, как туда пройти. Вот, сейчас вот здесь пробегусь. Надеюсь, через деревья, сквозь деревья будет видно. О, здесь, смотрите, играют. О, что-то подобное мы с вами видели в Сербии. Кто давно на меня подписан, помните, там тоже играли жители, шары катали. Здравствуйте. А что у вас за игра? Ладно, не будем отвлекать людей. Играют. Не ожидал, конечно, я увидеть. Там было что-то похожее. Тоже они шары катали, только у них там была определенная территория выделенная. И надо было одним мячом, ну, шариком, выбить другой шар.
Это у нас театр российской армии впереди. О чем вот экскурсовод рассказывает. Так, ну а мне вообще надо уйти направо. Вроде как вот в ту сторону. Сейчас посмотрим. Здесь пешеходный переход. Кому это памятник? Так, давайте еще раз попробую все-таки показать вам эту усадьбу. Там какое-то военное ведомство сейчас занимает эту территорию. Усадьба большая, то есть левое крыло, правое, центральный дом с колоннами. Так, а это, может, Суворов? Да, это памятник Суворову. Стволы пушек. Слушайте, далеко я ушел сегодня. Так, и где у нас тут пешеходный переход? Вот тоже непонятно, как ходить. Вроде есть сквер, а перехода нет. И что делать? Возвращаться, что ли? Мне-то нужно вот туда. Все, давайте тогда. Сейчас возвращаюсь. Ну, странно, вот реально. Это у нас Суворовская площадь. Площадь есть, а как сюда попасть, не совсем понятно. Там, где я переходил, вообще пешеходного перехода нет. Наверное, только вот с левой стороны и, возможно, с правой. Ребят, это хорошо очень, что там не было пешеходного перехода. Потому что теперь я могу вам показать эту усадьбу. Посередине у нас бюст Михаила Фрунзе. Вот такие небольшие. Раз фонтанчик. И с той стороны еще один фонтан. Ну, шикарная усадьба. А то так бы и прошел мимо нее. Пойдемте прочитаем, в каком году она была построена. Так, вижу. Усадьба Салтыкова, Екатерининский институт, середина 18-го, начало 19 века. Это у нас центральный дом российской армии имени Фрунзе. Ну, классный особняк. Такие колонны со второго этажа начинаются. И здесь вроде как музей еще есть внутри. Так, и вон там можно выйти. Да, давайте сейчас здесь пройдем. Выйдем с той стороны. Ну, достойный особняк. Хорошо сохранился. Здесь тоже небольшой фонтанчик. Да, вижу проход, поэтому сейчас там выйду. И буквально сразу за ним у нас, получается, идет Екатерининский парк. На территории Екатерининского парка пруды есть. Потом по строениям не скажу. Я очень-очень давно там не был. И был, по-моему, всего лишь один раз. Давайте еще раз вид на вот это здание. И вот справа вход. Так, ансамбль Екатерининского института, усадьба Салтыковых. То есть вот этот парк относился к усадьбе. Работает парк с 7 до 11. На территории хот-доги, мороженое, напитки. Усадьба у нас по правой стороне, получается, продолжается. Да, мы сейчас ее как раз таки посмотрим с другой стороны. Впереди вижу скульптуру. Я думаю, мы здесь не одну скульптуру с вами увидим. Ну, нет. Там дама с котом стоит. Сейчас посмотрим, кто это. Есть схема. Так, большой пруд
Малый пруд. Что тут еще есть такого? Памятник, бюст Суворову, дом ветеранов, лодочная станция. Пойдемте гулять. Московское долголетие. Кстати, для пенсионеров в Москве очень много разных мероприятий проводится. Да, это у нас дама с котом. Можете прочитать, что написано на этой табличке. Летняя сцена. Парк достаточно большой. Он уходит у нас вправо, влево и прямо. Ну тогда пойдем прямо до ротонды. Позади оставляем усадьбу Салтыкова. И, наверное, сейчас у нас как раз таки впереди будет сначала большой пруд с правой стороны, а с левой дальше уже будет малый пруд. Кто-то лежит на лавочке, кто-то сидит, отдыхает. Вот мужчина лежит. Кто-то бегает. В общем, каждый найдет для себя какое-то занятие в этом парке. Здесь очень свежо. Прям заходишь, прохладой веет. Мальчишки вон там положили то ли матрас, то ли что, просто лежат. Ротонда. Да, вот у нас впереди появился большой пруд. Интересно, купаются, нет в этом пруду? Навряд ли. Утки. Домик для уточек. Да, вот он пруд большой. А вот малый с левой стороны. Вот малый пруд. Вот так выглядит большой пруд. Ух ты, там рыба плавает. Ничего, как они вымахали. Что это за рыба? Какие они здоровые. Они, скорее всего, ручные. Ну, потому что их люди приходят, кормят. Ребят, что это за рыба? Напишите, я вот не понимаю. Как их много здесь. Да, скорее всего, их приучили. Видите, я подошел, и они сразу сюда стаи приплывают. С той стороны утки. Классно. А здесь вообще вон лежат, смотрите, в тени. Что, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Спасибо, что поддерживаете, лайкаете, пишите комментарии. Как всегда, отдельный респект всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.